А вы знаете, как можно отличить убийцу в толпе по одной единственной татуировке? А то, какие татуировки относятся к криминальным авторитетам? Сегодня я расскажу вам о тюремных наколках, о том, как их делают и какой смысл они несут. А в конце вы узнаете шокирующую информацию об одной из самых популярных татуировок во всем мире. Приятного просмотра! Как делают тату на зоне? А знаете ли вы, как именно бьют татуировки в тюрьмах? Наверное, вы уже слышали о способах из предыдущих роликов. О том, что используется сжёная резина или сажа. Но, пожалуй, самый гигиеничный и распространенный способ сильно отличается от тех зверских идей, которые используются в самых строгих колониях. Во всех тюрьмах, в которых можно достать ручки, используются самые обычные чернила. Именно из-за этого многие татуировки и имеют синий оттенок. Достать чернильную пасту в целом несложная задача, особенно если условия содержания в тюрьме не очень строгие. Но тут возникает другой вопрос. А где взять иглу, чтобы набить эти самые тату? Я прошерстил много сайтов, нашел кучу статей и даже видеоинтервью с человеком, который занимался столь непростым делом. И он рассказал, что для этого пользовались самыми обычными иглами от шприцов. Да, звучит очень странно. Кто вообще может позволить опасным преступникам иметь при себе столь грозный предмет? Но это уже немного другая тема, о том, как в тюрьмах можно достать вообще что угодно. Кстати, если вы хотите видео на эту тему, то пишите в комментариях. А я пока продолжу свой рассказ. Так вот, эти иглы просто заправляют чернильной пастой, а дальше приматывают к самому обычному карандашу. Делают это для того, чтобы работать было удобнее. В целом такой способ крайне сильно распространен во многих тюрьмах по всему миру. Но такие татуировки спустя время выглядят не самым лучшим образом, так как чернила не имеют столь глубокий цвет. Но из-за доступности необходимых инструментов и расходников этот способ пользуется большой популярностью. Татуировки авторитетов. Кстати, какие татуировки вам приходят на ум, если вас спросят про криминальных авторитетов? Наверняка воровские звезды, которые получили огромную популярность благодаря различным фильмам. Но есть куда менее известные тату, по которым можно отличить лидера среди преступников. К примеру, если на груди или бедре изображена обнаженная женщина, которую распяли на кресте, а сверху надпись «Аминь», то, скорее всего, перед вами очень важная личность. Обычно такие тату носят именно авторитеты. Ну, а символизирует эта наколка то, что арестант сполна отомстил за измену. Кстати, обнаженная женщина не обязательно указывает на возлюбленную. Жертвой такого человека мог стать любой предавший близкий. Родственник, друг, тут уже без разницы. Есть еще одна татуировка, которую чаще всего носят воры в законе или смотрящие. Это череп, который пробили кинжалом. Чаще всего рядом с ним изображают розу и змею, которая обвивает оружие. Наносят ее на плечо, иногда на грудь. Если вы встретили такого человека на улице, знайте, это очень важная шишка в криминальном мире. Символизирует она вечную борьбу человека, что, очень присуще всем криминальным авторитетам. По тату можно также понять и национальность арестанта. Если вы встретили человека, у которого набита звезда Давида, которую обвивает крылатая змея, то перед вами еврей, но не простой. Змея означает то, что этот человек принадлежит к касте крылатых, то есть к лагерным авторитетам. Вообще, подобных татуировок очень много, так что только по ним можно понять, к какой касте относится человек и стоит ли с ним иметь дела. Как определить статью по тату? Но что я все про криминальных авторитетов? Давайте я лучше расскажу, как понять, за что сидит человек. К примеру, есть татуировка с ключом и скрещенными стрелами. Их набивали домушникам, квартирным ворам и другим преступникам, которые обворовывали обычных жителей. А вот профессиональные карманники набивают себе котов, притом не всегда обычных. Некоторые включают фантазию и делают тату, например, с котом, который, очень напоминает персонажа из мультфильма «Шрек». Тут уже каждый изгаляется как только может. Но мне куда больше нравится идея татуировки с насекомыми, а в частности с жуком. Просто прочитайте первые 3 буквы, и вы все поймете. Их чаще всего делают маленькими и неприметными.
Ну, а если вы все-таки не смогли понять смысл жука, то вот вам расшифровка «Желаю удачной кражи». Интересно, не так ли? Многие арестанты набивают портрет знаменитого русского поэта Сергея Есенина. Почему именно его? Тут все дело в биографии писателя. Если кто не знал, Есенин был настоящим мятежником. А еще у него было замечательное стихотворение «Хулиган». Собственно, поэтому преступники, которые получили срок по делу за хулиганство, делают татуировки с известным поэтом. Интересно, а ему бы понравилась такая слава? А вот убийцы чаще всего набивают себе татуировки с изображением кинжала. Правда, их тоже весьма большое количество. К примеру, если кинжал пронзает погон, значит арестант совершил преступление против сотрудников полиции или военных. А если оружие обвивает змея, значит преступника осудили за предумышленное убийство. Такую картину себе набивали профессиональные киллеры и наемные убийцы. Бригада сальвадорских муравьев. Все предыдущие татуировки, про которые я вам рассказал, в большей степени относятся к российским тюрьмам. Но что насчет других стран? А тут настоящая кладезь интересных картин. А самое главное, по некоторым из тату можно понять, к какой из банд относится тот или иной человек. К примеру, в Латинской Америке, как вы можете знать, существует огромное количество разных преступных группировок и банд. И если в большинстве случаев там пользуются популярностью наколки с настоящим миксом из католических и языческих мотивов, то бригада сальвадорских муравьев очень сильно отличается от них. Кстати, это одни из самых пугающих и жестоких организованных преступных группировок во всем мире. А название ее читается как Мара Сальватруча. Так вот, если вы встретите человека, у которого огромные татуировки с аббревиатурами МС, то лучше как можно скорее уйти от него. Вы также наверняка заметите, что татуаж выполнен с определенным сатанистским подтекстом. Члены банды в основном набивают наколки с многочисленными козлиными черепами, рогами и даже демонами. И, как мне кажется, это весьма неплохая идея, учитывая жестокость этих людей. Но об этом я расскажу вам, пожалуй, в следующий раз. Вообще, лично мне нравится готический стиль подобных татуировок. Выглядит реально круто, а еще напоминает далекие 2000-е годы, Когда среди молодежи было особенно популярно движение готов – Ля Эме. А что вы знаете об одной из старейших мексиканских преступных группировок под названием Ля Эме? Лично я слышал, что эти ребята также очень даже жестокие, а еще мне очень нравятся их татуировки. Правда, мне они напоминают кадры из фильма «Изгой» с Томом Хэнксом. О чем я? Да о том, что отличительная атрибутика их наколок сразу заметна. Это отпечаток ладони, внутри которого видна буква «М». Кстати, даже эта буква имеет особый смысл. Это не просто обозначение, что этот парень из Мексики. Это сокращение от слова «мексиканями», что переводится как «тот, кто идет с Богом в сердце». Именно поэтому эту татуировку наносят на левую часть груди. А если вы встретили человека с двумя буквами «М», то знайте, этот парень точно принадлежит к мексиканской мафии. Вообще поговаривают, что это две разные, хоть и дружественные группировки. Но лично мне кажется, что все это относится к одной банде, ведь их атрибутика, уж слишком похожа. А еще в центре ладони добавляют череп, что также указывает на причастность к банде, и чаще всего символизирует то, что этот парень, очень опасен. Кстати, помимо известной ладони у этой банды есть и свой герб. Сверху чаще всего пишется то самое слово «мексиканями», а в самом гербе изображается орел. На заднем плане при этом ножи-накрест. Выглядит на самом деле очень интересно. А как вы думаете, у какой из этих двух банд самые крутые татуировки? Как могут модифицировать татуировки банд? Как вы уже поняли, у всех банд в мире есть свои отличительные черты. Я также уже рассказал вам, что разные татуировки могут иметь разное значение. Но знали ли вы, что они могут еще и сочетаться между собой? Да-да, в некоторых бандах есть весьма сообразительные ребята. Вот, к примеру. В одном из предыдущих роликов я уже рассказывал про банду 18-й улицы. Если вы помните, то парни из этой группировки обожают делать огромные наколки с цифрами 1 и 8.
Собственно, по ним сразу понятно, что этот парень принадлежит к организованной преступной группировке. Но некоторые из них совершенствуют такие тату. Вот, взгляните на эту фотографию. Как вы можете заметить, внутри этих самых цифр изображены различные лица. Лично я вижу там клоунов. А они, как вы можете знать, означают отношение человека к жизни. Такие тату прямым текстом говорят: «Веселюсь сегодня, плакать буду потом». Круто, не так ли? А еще цифра 8 на его теле может напомнить надгробие, хотя они у него набиты выше. Они обозначают скорбь об утрате близких и друзей. Некоторые встраивают в атрибутику банды, к примеру, лист каннабиса. Он означает то, что этот бандит связан с производством и распространением наркотиков. В общем говоря, у бандитов тоже весьма крутая фантазия. И я бы хотел отдать должное. Многие из татуировок, о которых я Сегодня рассказал, лично мне очень нравятся. Выглядят они очень круто. Правда, набивать я их себе не буду. Я же все-таки не бандит. Хочешь татуировку со слезой? Плохая затея. Но меня шокировала информация, которую я нашел, пожалуй, про одну из самых популярных татуировок во всем мире. Речь сейчас идет про ту самую слезу под глазом. Ее набивают вообще все, кому не лень. Например, рэперы, дизайнеры, преступники и педофилы. Да, вы наверняка не знали о смысле и значении этой татуировки в разных частях нашей планеты. В Америке, к примеру, слеза под глазом означает о том, что человек потерял близкого или друга. Собственно, как и надгробие. В криминальном мире есть два типа таких слез. Одна незаполненная, а вторую закрашивают полностью. Если слеза закрашена внутри, то значит человек смог отомстить за близкого, и, соответственно, наоборот. Вообще, смысл слезы в западной культуре заключается в том, что мужчина не должен плакать, а значит, эта татуировка олицетворяет все его чувства. Но есть и другой смысл. К примеру, многие убийцы носят эту наколку. Так что если вы на улице встретите парня, который имеет эту татуировку, то он не обязательно потерял близкого. Вполне возможно, что перед вами самый настоящий убийца. Кстати, слезы изображают еще и пунктиром. Это означает, что человек только собирается совершить преступление. В общем, куча разных смыслов, и все это в одной стране. А теперь представьте, что творится за рубежом. Я настоятельно советую вам свести эту татуировку, если вы по какому-то стечению обстоятельств рискуете попасть в австралийскую тюрьму. Почему? Да потому что в этой стране такая наколка имеет совершенно другое значение. Слеза под глазом – самое настоящее клеймо, которое означает, что человек был осужден за насилие и педофилию. Естественно, даже на улицах Австралии на вас будут смотреть максимально косо. Что уж говорить о тюрьмах, если вы попадете туда, то вы рискуете не только своим здоровьем, но и жизнью. Все мы прекрасно знаем, как относятся к педофилам в местах заключения. Кстати, в тюрьмах стран СНГ эта татуировка имеет также негативное значение. Они означают то, что преступника опустили, то есть изнасиловали на зоне. Стоит ли говорить, что будет, если человек с такой татушкой попадет в места заключения? Кстати, набивают ее в тюрьмах насильно, так что многие из преступников, которые заслужили получить такую наколку, после истечения срока заключения стараются всеми силами ее свести. Не стоит набивать игральные карты. Кстати, в латиноамериканских организованных преступных группировках есть еще одна замечательная татуировка. Игральные кости и карты. Как вы можете понять, эти наколки означают то, что человек очень уж пристрастился к азартным играм. И в принципе на Западе никто не придает значения тому, какие из игральных карт набивать. Вообще там бьют все, что хотят. А зря. Почему, спросите вы меня, а я вам отвечу. Дело в том, что не во всех странах, как и в случае со слезой, одно и то же отношение к подобным татуировкам. Приведу в пример тюрьмы России. Если у арестанта набита карта пиковой масти, значит перед вами очень влиятельный человек и настоящий криминальный авторитет. Так что латиноамериканцы, которые попадут в русскую тюрьму с такими татушками, будут в почете. А вот если у них будет набита корона с червовыми и бубновыми мастями, то пиши пропало. Ведь в России эти тату означают, что этот преступник относится к гомосексуалистам. А с ними, как вы понимаете, в тюрьме церемониться не собираются.
Считается, что такую татуировку набивает настоящий профессионал, если так можно выразиться, который должен удовлетворить основной инстинкт всех других сидельцев. А носит такая татуировка звучащее, но не самое лучшее название – «Король всех мастей». Кстати, если у вас есть татуировка с оголенной красоткой на фоне колоды карт и букета роз, то вам тоже не очень-то повезло. В других странах эта наколка может означать любовь к женщинам и азарту, а вот в России она означает то, что преступник вовремя не расплатился по долгам, и теперь он считается опущенным. Ну и относится к нему соответственно. В общем, сплошной ужас. А как вы думаете, почему смысл, казалось бы, одних и тех же татуировок так сильно меняется от страны к стране? Пишите об этом в комментариях. В этом видео я рассказал вам самые интересные факты про тюремные татуировки. Лично меня больше всего поразил тот факт, что некоторые популярные в обычной жизни наколки считаются ужасными в преступном мире. Но я бы хотел отдать должное, чтобы набить в тюрьме татуировку подобным способом, нужно быть профи. А знаете, где еще нужны профи? В нашей команде. Друзья, у вас есть возможность попасть в нашу команду. Если вы владеете навыками видеомонтажа, можете озвучивать ролики на русском, английском и других языках, или же пишите интересные сценарии, мы будем рады с вами поработать. Пишите в Telegram-бота, ссылка в описании. И спасибо вам за просмотр.